Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчик на небольшую забегаловку стритфудную. Но что интересно, здесь, во-первых, морепродукты достаточно дешевые, я бы сказал, потому что тот же хот-pot с кальмаром и чем-то еще стоит всего лишь 140 тысяч донгов. Обслуживание самое простецкое, самое что ни на есть вьетнамское. Микростолики, микростулики, а вопрос, как готовят, вкусно ли? А вот и давайте посмотрим. Здесь обслуживание очень быстренькое. Нам уже принесли лапшу с морепродуктами, а то мы обычно всегда рис с морепродуктами берем. И вы знаете, как он выглядит. Это рис, в нем овощички и малюсенькие кусочки морепродуктов. А лапшу почему-то мы никогда раньше не брали. Сейчас лапша, и здесь, по крайней мере, целую креветку я вижу. Сейчас мы еще покопаемся, посмотрим, что там. И хотел сказать несколько вещей. Первое. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал, потому что на звук уже половину собрали. Ребята, благодарю от души. Эти деньги сейчас отложены. Осталось собрать еще половинку, и будет у нас новый звук. Кто-то спрашивает: ребята, у вас отличный сейчас хороший звук и так далее. Но вы не видите, что происходит за кадром. У нас очень часто звук отваливается по неизвестным нам причинам. И мы переснимаем дубли, а зачастую дубль-то переснять не очень получается, потому что, когда ты нарушаешь целостность блюда, вы же понимаете. И второй момент для байта на подписку на Boosty и Patreon. Перед этим местом мы заехали в шикарный, красивый, дорогущий ресторан с вином, со стейками, с чизкейками и прочей ерундой. Но оттуда нам пришлось уехать, потому что обслуживание там — это не про них. Они вообще не знали, не знают и не слушают, и вообще они не умеют и не знают, что такое обслуживание вообще человека. Я записал небольшой коротенький ролик, это не формат основного канала, welcome на Boosty, там такие вот неформатные вещи появляются. Ну а теперь приступаем к еде. Давайте смотреть, сколько у нас морепродуктов в лапше с морепродуктами за 90 тысяч донгов. Так, ну одна креветочка хорошо, надеюсь, мы там еще что-нибудь откопаем. Ага. Половинка кальмара есть. Это мясные шарики, митболы, так называемые. И что? И просто лапша? А, нет, смотри. Смотри. Кальмар полноценный уже собрали. О, вот это другое дело. Уже 3 кусочка. Так, это капуста китайская. О, смотри. Короче говоря, а вот это уже другое дело. Даже если там больше ничего нет, то это меня уже вполне устраивает. Креветочка, да. Кальмарчик, да. Лапши немножко, да. И овощичка сверху. Вот так. Закипело, закидываем траву. Здесь что интересно, листьев, смотрите, считай, нет. Да и просто нет. Здесь сплошные палки от Morning Glory. А листья, это я не помню, что за трава. Ну, давайте немножко накидаем вот так. И подутопим это дело. Пускай заново закипает. И как раз к тому времени там спирт этот сухой прогорит. Хот-pot пускай у нас уже с овощичками здесь закипает. Креветки передержатся там, но мы сделаем поправку, когда будем пробовать. Просто у нас сейчас рук не хватает, чтобы вовремя их, как говорится, вынуть и положить. Давайте для начала лапша с овощичками. Давай так поаккуратнее. Ну, придется откусывать, извините. Это вкусно. Это хорошие приправы. Лапша не безвкусная. Ага, вот еще блюдо подносят. Каньга. Я же заказывал каньга. Это должны быть крылья, а не лапы. Но ведь каньга — это ж крылья. Мой вьетнамский еще, походу, не очень. Теперь кальмарчик.
Хороший, свежий, только пластинку эту не вынули. Вот эту. К свежести, к качеству приготовления никаких вопросов. Кальмар хороший, свежий. Креветочка чистится тоже неплохо. Не самая огромная, но она прекрасна. Это хороший, свежий морепродукт в такой простецкой забегаловке. Признаться, не часто такое встретишь. Некоторые забегаловки грешат как раз-таки тем, что подают замороженную, перемороженную, так называемую ватную креветку. Это невкусно, такое мы и у нас, знаете ли, можем попробовать, купив в каком-нибудь гипермаркете просто из заморозки креветки. Вкус у них, конечно, совсем другой. Рома, ты креветку съел? Не, я просто в таком блюде не люблю креветку, потому что приходится ее чистить руки. Ну давай я тебе почищу, господи, что ты переживаешь-то? Ну? Чистится вон вообще огонь легко. О, и всего делов. Спасибо. Просто нужно альтернативное мнение, потому что, ну, оно не будет сейчас альтернативным, потому что креветка классная, вкусная. И здесь вот с обратной стороны мы еще копались, и тут еще кальмар нашелся. То есть здесь полноценные 2 креветки и полноценные 2,5 или даже 3 кальмара, которые тоже вкусные. У меня в восторге. Простецкое блюдо, простецкая забегаловка. Сидишь, да, без особого, пожалуйста, без особого комфорта, но вкусно. А что еще требуется-то, Ром? Слушай, я вообще это блюдо очень люблю, потому что это довольно-таки стандартное блюдо на вьетнамских тусовках, когда они за большим столом сидят, куча людей, у них куча всяких разных блюд. Мне чем оно нравится, я вообще вот саму эту лапшу, когда она в супе, не особо люблю, а вот в салате именно с морепродуктами это супер. Здесь это отлично приготовлено, и креветку вот я попробовал супер, и кальмар. Потому что вот, как ты правильно сказал, очень часто бывает, что морепродукты в таких салатах не особо хорошего качества уже подают, а здесь они наисвежайшие. Ну, короче говоря, просто красавчики. К этому претензий не то, что нет, это вкусно. На этом все заканчивается. Нет, еще митбол. Это креветочный митбол. Ну, это обычный супермаркетовский. Это, знаете ли, чтобы желудок набить, их даже не обязательно есть, потому что остальное все натюрель, хорошее, вкусное. Вот и давайте попробуем то, что сейчас человек принес. А это у нас... Давайте крупненько смотреть. И если в лапше кальмары замечательные, вопросов нет, то посмотрим на грильных кальмаров. Судя по головам, их здесь 4. Это у нас грильный кальмар с солью за 100 тысяч. Ну, внешний вид, честно говоря, так себе немножко. Но главное на вкус, ладно. Ну и какой-нибудь кусочек. На вкус лучше, чем на вид. Жарили, похоже, не на углях, а на открытом пламени. На огромном жаре. Потому что вот эта кожица кальмарная, это, очевидно, был свежий кальмар. И вот эта кожица, даже, вы видите, она подсгорела немножко. Да, это немного портит его вкус, потому что конкретно горелый вкус кожицы, он так, знаете, так себе. В целом же, кальмар хороший, свежий, он не сухой, но это ближе к закуске. Но вообще, знаешь, Ром, какая-то фишечка все-таки в такой готовке, как мне кажется, есть. Хотя, ладно, не спорю, горелость бы эту я, честно говоря, убрал бы перед тем, как съедать. Все-таки она немножко портит, да. А в остальном все отлично и здорово. Пробуй тоже. Мне зашло, скажем так, процентов на 65. Ну вот, то есть можно это пробовать, кушать вполне себе, но можно и повкуснее.
Единственное, что докопаться не смогу, это к свежести и к качеству самого морепродукта. Ну, повар очень спешил, очевидно. Слушай, ну вот вкус кальмара, он очень насыщенный. У меня такое ощущение сложилось, что это изначально слегка подсушенный на солнце Нет, кальмар, а нет. потом уже загриленный. Ну, ладно. На мой взгляд, нет. Роме так кажется. Окей, хорошо. Ты знаешь что? Ты вот щупалку попробуй, и после этого ты поймешь. Ну, давай, вот это хватай. Но я имею в виду не полностью засушенный, а именно чуть-чуть. Чуть-чуть подвяленный, ты хочешь Да, сказать? Ну, вот по этому клюву даже здесь видно, что ни о какой сухости до того, как готовили его, нету. Речи не идет. Да, он внутри прям сыромяточкой, свежестью отдает. На огне просто. Ну а вот по голове у меня такого ощущения уже не сложилось. Короче говоря, неплохо процентов на 65, если бы не сожгли. Согласись, да? Ну, сожгли его. Мне понравилось. Опять же, кому что. Ребятки, лапы. А коньга означает крылья куриные. Видимо, там еще какая-то приставочка, которая означает куриные крылья лапы. Я не знаю. Короче говоря, нужно это узнавать. Давайте смотреть. Все, ребят, разобрались. Короче говоря, я помнил все правильно. Коньга – это куриные крылья. Но, когда я в меню смотрю, я в глаза долблюсь и перепутал. Там чанга написано. А чанга – это, да, это куриные лапы. Куриные лапы под рыбным соусом. Что заказал, то и получил. Не надо в глаза долбиться. Короче говоря, как я вижу, так буду и есть. Здесь, кстати, интересно, вот косточку хотя бы можно отдельно отложить. Сейчас вот эту тоже, сейчас, извините, поковыряюсь немножко. Ну, хрящик пускай будет. Но рыбный чувствуется. Здесь хрящики все остались внутри. Сладкий, как будто бы медовый и с рыбным соусом. Вот вы знаете, если бы это были не куриные ножки, как их правильно, ступни или что у них там? Лапы. Лапы. А, кстати, прожевываются. Но если вам зубы дороги, то не стоит. Стоматологи нонче цены гнут. Я скажу следующее. Маринад, зажарка, соус и вкус прекраснейшие. Будь это крылья, я, кстати, сейчас, если найду крылья, то я их закажу. Будь это крылья, это было бы крайне вкусно. Но здесь только чанга. То есть это во всех вариантах это только вот эти лапы. Именно крыльев я пока не вижу. Остальное все кальмары, остальное все креветки. Крыльев, к сожалению, нет. Да. Ромка, попробуй, попытайся где-то погрызть, потому что это вкусно. Ну вот, короче, я все уже сказал. Я бы хотел под этим же самым, только крылья. Вообще для экзотики можно и заказать. Ну и что же, Роман, ваше мнение? Ты обычно вот это вот не любишь. Вот это вот, да, я обычно не люблю, но у меня мнение то же самое. Вот крылышки с тем же самым вкусом и точно так же максимально сильно зажарены, чтобы они прям снаружи были хрустящие, и внутри такое плотненькое мясо. Было бы вообще супер. Короче говоря, мы им обязательно скажем, ребят, вы добавьте в меню еще крылышки, и будет просто отлично и кайфово. Ну и что? У нас остается хот-pot. Давайте его заценим. Мы уже не надеемся ни на какую, естественно, хорошую, вкусную прожарку креветок, но будем считать, что мы тем самым усилили вкус бульона. Теперь у нас креветочный, кальмаровый и так далее. Самое-то главное все-таки вкус бульончика. Хотя нет, все-таки самое главное в хот-поте – это вкус свежих морепродуктов. Ладно, сделаем поправку на этом.
Давай, Ромка, тоже накладывай. Я Ромке предложил, говорю, давай положу. Он такой, нет, я сам. А, ты лапши больше? Ну, короче говоря, каждый хочет, как он хочет. Потому что митболы, ну, давай я пока попробую, пока Ромка там накладывает. Тот же самый, что и был в лапше. Горячо. Креветочный митболик. Знаете, как пельмешка, только совсем-совсем искусственная. Вот купите самую дешевую пельмешку категории В какой-нибудь. Вот это примерно вот эти митболы. Так что я их особо все-таки не советую. Ну и давайте попробуем. Для начала жутко переваренного кальмара, но это исключительно наша вина. Это мы. Когда-то он был хорошим, вкусным, стал резиной. Но опять же, это не претензия к тому, как они подают. Это нам надо было суетиться. Креветочка еще горячая. Давай-ка я ее положу, пускай подостынет. А сейчас овощички. Интересно, вот Morning Glory, они предполагают вот эти стебельки, очевидно, варить подольше как раз. И все равно они хрустяшки. Это неплохо. Я смотрю, что, по крайней мере, не знаю, как Рома, а я вот не взял и их не отковырять. Так, простите, попробуем как-то вот так вот. Тоже переваренная, но вполне себе приятная мясинка. Кстати, песка нет, на удивление. Неужели они у них профильтрованы? А вот это круто. А вот это действительно молодцы. Ну и что ж, теперь лапша. Да со всяким. Вы уж извините, либо монтажер это вырежет, чтобы у меня тут ничего не падало. Лапша напиталась. Бульон, очевидно, с чесноком. Достаточно острый, это имейте в виду. То есть любой человек, приезжающий как бы во Вьетнам, должен понимать, что ему неожиданно может попасться что-то острое, там, где даже не написано, что оно острое. То есть в меню нет никаких пометочек спайси, там перчика, ничего этого нет, но блюдо при этом острое. Что же касаемо самого бульона, насыщенный, мощный. По-моему, даже перечесноченный. Да, наверное. Но здесь дело в том, что бульон-то, вот как мы привыкли, здесь практически никто не ест. Я уже повторяюсь, но тем не менее скажу, что здесь бульон существует для того, чтобы разбавить тебе и придать вкус той еде, которую ты из бульона выедаешь. В данном случае лапша, в данном случае вот эти митболы, морепродукты и прочее. А сам бульон всегда у них остается, и они его даже не трогают, не едят. Поэтому он зачастую перенасыщенный. Здесь перенасыщенный чесноком. Но опять же, только если его так есть. А вот если выедать оттуда лапшу, все нормально и в порядке. Роман. Ну вот как раз это вкус самого стандартного вьетнамского хот-пота, который вообще везде можно встретить, где подают хот-поты. Поэтому если приехали в Вьетнам, обязательно вот такой вот попробуйте. Но единственное, вот мы его кипятили, там, наверное, процентов 30 бульона выкипело, он стал очень-очень насыщенный. И самое главное, очень-очень сладкий. Видимо, изначально он был не настолько сладкий, потому что даже вот с этой пресной лапшой для меня это прямо чересчур по сладости. Ну ты знаешь, я не знаю, как остановить-то этот процесс. Ну да. Потому что здесь в некоторых местах можно вот защелкой закрыл, типа все, хватит. А здесь такой возможности нет, поэтому кипело до победного, пока не кончился этот жидкий спирт или что они там ставят. Блюдо вкусное, на двоих здесь еды много, и это, Ром, а это не самый дешевый? Нет, это не самый дешевый. Самые дешевые хот-поты были по 90, по-моему, да? Ага. А вот здесь ссылочка появится. Очень вкусные хот-поты, но это второй по дешевизне и далеко не второй
по вкусу. Реально круто, молодцы. На двоих вообще вопросов нет. Это получается да, по 70 тысяч на одного ты наешься прекрасным хот-потом. Что ж сказать, вообще все классно. Простецкое место с невысокими ценами, что особенно радует. А еще особенно радует то, что вкусно. Вот вы знаете, действительно вкусно. Обычный стритфудный, вот тот самый Вьетнам, и он вкусный. Мне сегодня понравилось все. Я даже до куриных вот этих вот лапочек докапываться не буду, потому что они тоже вкусные. Мы просто не привыкли к тому, что вот так вот их нужно грызть. Недорого, вкусно. Мы потратили немного денег. Вот за столько на двоих мы все съесть не смогли. Поэтому то, что мы сегодня заказали, по большому счету это на троих или даже на 4 человек. Сами прикидывайте, стоит ли оно того. На мой взгляд, однозначно. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. А давайте еще возьмем свежевыжатый какой-нибудь сок. Намутим. Вон они там стоят. Фрукты, овощи и прочее. Потому что морковный сок тоже можно здесь. Но давайте я пройдусь по фруктам. Мне, пожалуйста, из яблока. Моп-моп. Вот это. Арбуз, пожалуйста, и ананас. Да. Вот, яблоко, гуава, арбуз, ананас. И я. Скажи, что без сахара и без глютена. Да, вот это важно. Да, потому что здесь каждый раз нужно предупреждать, что ни сахара, ни сгущенки. И учитывая сдачу в 140, оба этих напитка обошлись в 60 донгов. По 30-очке за один. Я считаю, что это недорого и хорошо. А насколько вкусно, сейчас быстро и узнаем. Мне кажется, я неплохой микс выбрал. Единственный момент. Она разбавила, мне казалось, просто водой, а Ромка сейчас спросил, пока я здесь расплачивался, что это вода с сахарным сиропом. Ну да, сладости много, хотя... Да не, вкусная, хорошая водичка. Не настолько сладкий, насколько мог бы быть. Рома меня напугал. Хороший, освежающий микс получился. Вот в жару гуляете, здесь сзади гипермаркет Lotte Mart. Вот это взяли, вообще прекрасно. Можно и без водички, можно просто льда побольше попросить. Все здорово и вкусно. И я считаю, недорого. Всем пока еще раз. Ну вот Ромка уже тоже попробовал. Ром. Слушай, ну вот сочетание вкусов отличное, только сахар бы убрать для меня было бы идеально. Мне тоже кажется, что вы преисполнены фантазией. Просто взяли, намутили, что захотели. Здесь еще надо отметить не самый богатый выбор составляющих. Бывают макашницы, где видов 15-20 фруктов, и ты такой просто Мы выбрали 4 вида и 30 тысяч донгов. Вообще огонь. Рома меня называет старым дедом, говорит, что ты разнервничался и так далее. Я говорю, сколько там, 20 с лишним минут просить пепельницу и, соответственно, чтобы там вина налили, принесли. Синтяо. Хам-хам. Мап-поп, мап-поп. Роб, давай. Ага, я выбрал уже, все, давай. Что? Закрыть? Дальше.